очень хорошая. Меня зовут Вероника, мне 24 года, я из Новосибирска, и я очень сильно люблю рыбалку. Самый первый раз, когда я побывала на рыбалке, это было где-то в 6 лет. Я увидела на берегу дедушку, который ловит рыбу, и мне стало очень интересно попробовать тоже. У нас дача, ну и мы каждое лето там отдыхали, когда в семье вообще практически никто не ловит, не рыбачит. Попросила отца купить удочку, посидела с дедушкой, послушала его рассказы. Он меня прям заманил. С тех пор вот как, наверное, удочку первую мне папа купил. Была такая маленькая 3-метровая поплавочка. И все, затянула. Моргнуть не успела, дальше как в тумане. К этому времени я уже как 2 года профессионально занималась бально-спортивными танцами. Самый первый раз я уехала в Москву в 11 лет из-за танцев, потому что там было очень хорошее предложение от партнера, там были тренеры нужные, ну и, соответственно, переезжать мне пришлось без родителей. Это была катастрофа для них, но они меня отпустили. Сергей Рожков и Вероника Дичко. Из-за резких физических нагрузок мне пришлось на год вернуться в Новосибирск. И как раз в этот период, с 12 до 13 лет, я начала заниматься верховой ездой. Я очень сильно увлеклась, это был такой прям год, когда я плотно занималась лошадками. В этот период даже папа мне купил свою лошадь. Этот год я полечилась, вылечила спину. И в 13 лет мне поступило еще одно предложение, не хуже, тоже в Москве. Я опять уехала в 13 лет в Москву и до 19 лет точно так же одна жила там. Я входила в состав сборной России. За этот период, пока танцевала, успела выиграть пару чемпионатов мира, 3 чемпионата России, ну, несколько, чего я стесняюсь, много международных турниров. Но я очень хотела заниматься рыбалкой, несмотря на то, что танцы были приоритетом всегда в моей жизни. Даже были такие смешные ситуации, когда все мои, так скажем, коллеги, да, по танцам, по спорту отдыхали где-то. Я в это время в период каникул ездила домой, и когда все говорили, я там отдыхала там-то, там-то, я тоже говорила, что я отдыхала, но на самом деле в это время я где-нибудь на даче выращивала опарышей для рыбалки. Максимально плотно я занялась рыбалкой, когда закончила спортивную карьеру. У меня появилось очень много свободного времени, ну, относительно того, что я занималась, да, танцами. И как раз все это время, практически все, я занимаю рыбалкой. Мы ловим на Обском водохранилище. Если конкретнее, то это место Боровое. Тут максимально большое количество точек таких ловистых. Местные называют это место сапог, потому что по форме, если посмотреть, оно напоминает форму сапога. Тут в хорошую погоду просто катеров тьма. Сегодня мы единственные.
Волна большая, ветер. Слезы счастья от ветра. В 19 лет, когда я вернулась из Москвы, я продолжила увлекаться верховой ездой. Это занимает очень большое место в моей жизни, потому что так или иначе этот вид деятельности связан с азартом, а я сверхазартный человек. Эту красавицу зовут Карамелька, она орловская рысачка, я с ней работаю примерно, наверное, полгода где-то. Очень резвая, очень красивая девчонка. Были периоды, даже когда у меня была своя лошадь, я ездила на лошади прямо на рыбалку. Я загружала на нее спиннинги, все снасти и доходила до водоема, привязывала лошадку, она меня ждала, пока я ловлю рыбу, и точно так же возвращались до дома. Азарт в верховой езде проявляется, начиная даже от того, когда ты занимаешься с лошадью, у них у всех абсолютно разный характер. Это плохо. Ты снимаешь Хохмат Пони, убегаем. Серьезно? Все, оставь. Мы спрятались. Это такое крутое ощущение, когда попадается лошадь с таким сильным характером, и ты не знаешь, чего от нее ожидать, и у вас начинается вот это вот для начала борьба, отстаивание своих граней и устраивание иерархии. Это непередаваемое ощущение. Особенно непередаваемое ощущение, когда такое крупное, благородное, сильное животное начинает тебе, ну не то чтобы подчиняться, но оно принимает, что ты лидер для него, и это чувство, это стоит очень многого. Что ты меня постоянно снимаешь? Тебе заняться нечем? Так я приехал тебя снимать. Лучше бы рыбалкой занимался. Вместо меня. Может, что-нибудь бы поймал. Не показывай Владимиру. С самого детства я очень неравнодушна к животным. И особенно я неравнодушна к диким животным. То есть тигры, львы, медведи. И вот медведи таки попали в мою жизнь 3 года назад. Я стала опекуном 4 медведей, с 2 из которых я очень плотно занимаюсь. Ну, плотно это, то есть практически каждый день. Быстрее всего я подружилась с Топтышкой. Это очень ласковый медведь, очень дружелюбный, и он очень быстро изучает новые команды. И мне пришла идея, почему бы не научить медведя, ну не то чтобы рыбачить, но хотя бы такие вот легкие элементы, да? Сидеть в лодке, держать лапы на веслах. Сиди. Лапу, лапу. Положи лапку. Ай, хорошо. Держать спиннинг. И мы с дрессировщицей начали репетиции, начали учить. Буквально через несколько раз он уже все делал, и ему очень нравится.
потому что за каждое правильно выполненное действие он получает очень вкусные сосисочки. Ну и так как эти медведи изначально были спасены людьми в связи с какими-либо ситуациями, да, у каждых из 4 медведей они разные, кто-то сиротой остался, кто-то еще что-то, то этих медведей их уже не вернуть в природу, так как они уже под заботой, да, под каким-то вниманием людей, поэтому они живут бок о бок с нами. И очень большая аудитория следит за тем, как это все происходит, поэтому у нас очень часто фотосессии, видеосъемки, и людям очень нравится, и им приятно наблюдать за тем, как это все происходит. Мишки чувствуют себя очень комфортно на всех съемках, потому что они получают огромное количество вкусняшек за все, что они делают. И, в принципе, им очень интересно выезжать, выбираться в новые места, особенно если это какие-то локации, где можно полазать по деревьям, покупаться в реке, еще что-то, то для них это огромное удовольствие. И несмотря на такой плотный график и в связи с таким количеством увлечений, рыбалка занимает где-то 80% моего времени. Уверена, что скоро она займет 100%. Ну и, конечно же, немножечко времени надо оставить на сон, еду и так далее. Чаще всего я рыбу ловлю с лодки. Бывают, конечно, моменты, когда и с берега, если это какая-то ночная рыбалка на воблеры, но все-таки с лодки, потому что преимущественно я очень люблю ловить джигом. За последнее время в неделю могу 3-4 раза точно выйти на воду. Могу выйти утром, пообедать, вечером опять выйти. Изначально я училась рыбалке самым простым способом. Это знакомилась, да, с рыбаками, которые рыбачат. Они меня брали с собой на рыбалку, я всему училась, смотрела. Ну, с тех пор, как появился интернет, это все стало максимально просто. Загадала желание. Начала учиться изначально самым элементарным вещам. Это как делать узлы, как привязывать крючки, как намотать леску на катушку, как оснащать приманку. Кстати, постоянно спрашивают, а как с маникюром на рыбалку? Это офигенно, так удобно карабинчики расстегивать. Я вот не знаю, как мужчины это делают без маникюра. Да всему училась. То есть, допустим, если я знаю, да, что завтра вот мне предложили какие-нибудь знакомые, вот мы поедем, Вероник, туда-то ловить там, допустим, судака. Если это была моя первая поездка на судака, то я открывала интернет, смотрела, на что ловится судак, и, то есть, соответственно, и этому всему я тоже обучалась в интернете, потому что у меня не было как таковых гуру, учителей по рыбалке, и все как-то своими, так скажем, силами. Все, что вопросы, все, какие у меня были, я старалась находить ответы. Для меня есть разница, кого ловить. Я, конечно, любую рыбу люблю, но поклевки судака — это прям самое излюбленное. Да и, в принципе, судак такая фаворитная рыба для меня. Ну и брать приятнее, чем щуку. Он не такой скользкий, и держать его проще. Щуку. Сколько раз я училась брать щуку за холку, столько раз у меня пальцы не хватает сил ее поднимать, и постоянно руки просто
изрезанное, а потом всю неделю заживает, очень сильно щипит. Ну, не то чтобы я жалуюсь, но для девочки важно. А, нет, здесь! Здесь. Ё-моё, ребят! Там очень хорошая... Ё-моё! Только не под мотор! Подсак! Я уже даже не видел. Поднимаю. Вот она. На, давай, какие вот такие. Ребят, у меня ноги трясутся. У меня аж руки трясутся. Смотрите. Ага. Пошла. Все, пошла. Для меня рыбалка и комфорт – это вещи абсолютно, иногда несовместимы. То есть бывает такое, что вот с самого раннего утра, там, допустим, весь день я на рыбалке, и погода при этом, просто ужасная. То есть это и дождь, и, снег, и ветер, и все в одном лице. Мало того, что ветер, еще теперь мокро. Беда не приходит одна. Но лучше холод, чем мошкара. В холод можно тепло одеться, а вот от мошкары никуда не деться. Какой контраст, как тепло сразу, без ветра. Аж попа вибрирует от того, что и по волнам не прыгаем. Это тоже можно будет вырезать все. Очень часто бывают такие ситуации, когда мне приходится ехать на рыбалку с абсолютно незнакомыми для меня людьми. И, конечно же, в 100% случаев это мужская компания. То есть я еду с людьми, которых я вижу первый раз. Я еду с ними на катере, я еду с ночевками на рыбалку, где, возможно, даже один домик, да, на всех. При этом я приятно удивлена, какой контингент в рыболовном мире, то есть насколько люди воспитаны и вежливы, то есть, я не чувствую никакого дискомфорта. Мне все равно, с кем рыбачить. Главное на рыбалке. Ох, как поперло. Ребят, она под лодку уходит. Давай, подсак. Еще одна. Сейчас будет. О, да. Да. Таких маленьких ты отпускаешь, да? Да, мы таких не берем. Да, такие да. О, пошла. Достаточно распространенное мнение, что рыбалка – это занятие для мужчин. И только на самом деле очень такой спорный вопрос, потому что я вот себя в рыбалке чувствую, как рыба в воде. То есть для меня это является абсолютно нормой. И для меня до сих пор, на самом деле, большое удивление, почему, когда я рыбачу на берегу, да, все настолько сильно уделяют внимание тому, что девчонка стоит рыбачит на берегу, это
Ничего такого в этом нет. Ну да, девчонка, ну да, рыбачит. Ну, хочется, чтобы все равно воспринимали как бы абсолютно так же, да, в рядах рыболовов. И вот все вот эти вот фотографии и так далее, то есть, ну, они сделаны не для того, чтобы привлечь к себе внимание или еще что-то, а потому что, ну, рыбалка — это состояние души, то есть человек либо ее любит, либо он ее не любит. И это все очень просто. В будущем я хотела бы участвовать в соревнованиях, когда я подготовлюсь до нужного уровня, когда я буду чувствовать себя уверенно, потому что я человек-результат. То есть просто участие в соревнованиях, оно меня не устроит. Естественно, я должна тренироваться, я должна быть готова для того, чтобы не разочароваться и чтобы не разочаровать людей вокруг себя, так как результат все-таки он должен быть, несмотря на то, что рыбалка приносит огромное удовольствие, да, это, конечно, все неотъемлемая часть, но в будущем я планирую, я очень хочу. Я уверена, что на канале Волга Бейтс мы увидимся еще не раз, и будет много интересных рыболовных сюжетов. Всем пока!